В 2001 году Нидерланды стали первой страной в мире, разрешившей однополые браки. Сегодня это государство с многочисленными радужными флагами, гей-парадами и свободой в сексуальной ориентации. Сейчас мы расскажем вам, как проходит этот самый гей-прайд и как живут две однополые пары. Начнем, пожалуй, с самого свободолюбивого праздника. Каждый год Роттердамский гей-парад собирает тысячи людей, чтобы пройти по городу в знак принятия любого человека таким, какой он есть. Среди участников не только представители ЛГБТ-сообщества, но и разные политические партии, организации, заявляющие о себе, журналисты и просто зеваки. Благодаря самому распространенному символу и атрибуту прайда – радужному флагу, праздничная атмосфера ощущается повсюду. Также многие геи, лесбиянки и транссексуалы в этот день надевают то, что в повседневной жизни, конечно, не носят. Здесь можно легко встретить мужчину в экстравагантных розовых шортиках, шляпке и кедах, женщину, даже обутую в радужные кломбы, национальную обувь голландцев, кожаных геев, того, кто пришел со своим питомцем, не забыв предварительно заказать для собачки одежду с ЛГБТ-принтом, розового ангелочка или же радужного рогатого человека в стразах. Diversity, so sexual diversity, cultural diversity, gender diversity, and it's saying no matter who you are, no matter who you love, you are welcome to feel safe. And everyone has a chance to be loved. We have to show that we actually exist, gay, lesbian, bisexual. Я сам гей и хотел бы поддержать тоже других, чтобы показать, что они не одиноки. Каждый человек уникален, и он должен иметь место в этом мире. I want to be who I am. This is me. And I don't want to hide me on the street, on the work, everywhere. So I'm me. I spent many years in the closet, not being open about my sexuality, and now when I'm finally have enough courage to be myself, and that is beautiful simply. It is a start to fight for our own rights, but there are so many other stuffs that we can do. Yeah. We don't have to manifest ourselves as much as you in your countries, but still it's important to show that the gay community has a normal life. It's something that exists, that's real in the city. It's a minority, but it's not a very small group. It's a substantial portion of people in the society. I myself am bisexual, so I was like, let's go, and I wanted to experience it obviously once in my life, so that's why. I don't think they're very useful. Because people are going to watch such a manifestation like this just when they're interested in it. I don't think it makes very much difference, but still it's fine to have such a pride. Yeah. Финальная точка прайда – площадь в центре Роттердама. Здесь можно выпить пиво, послушать музыку, потанцевать, с кем-то познакомиться и сдать тест на ВИЧ. Подобное экспресс-исследование бесплатно и показывает положительный результат только в том случае, если заражение произошло более 3 месяцев назад. We've had 28 so far, all negative today so far. But we still get every week new HIV infections in the hospital where we treat people for HIV. So it's not completely stopped. Конечно, если тест оказался положительным, можно просто сделать контрольный в любой другой лаборатории. Возможность ошибки всегда есть. Ну а если все-таки результат неутешительный, то наедине с проблемой человек не остается. Можно получить не только консультацию, но и помощь в специализированных организациях. К слову, будет не лишним напомнить, что чаще всего ВИЧ передается половым путем. It's mostly gay men, for example, and also prostitutes, and some we call it today MSM, men they have sex with men. That's the biggest group people they get HIV. But here in Holland, it's now better than before. But it's a still big problem in other countries, for example, Russia or East Europe, because they are discriminated there.
Из-за дискриминации на родине многих геев и лесбиянок и привлекают Нидерланды. Некоторые сюда приезжают как экспаты, высококвалифицированные специалисты. Другие же запрашивают политическое убежище. Шанс его получить есть не у всех. Для этого нужно доказать, что именно тебе угрожала опасность. Именно с такими беженцами мы вас сейчас и познакомим. Полина и Олеся приехали из Екатеринбурга. В родном городе, рассказывают девушки, были активистками, принимали участие в митингах в поддержку ЛГБТ. Все было законно, мэрия дала добро на проведение мероприятий, но после начались проблемы. Я не знаю, кто они точно, какие-то, как они называются. У них группа есть ВКонтакте, Волгомофоб или что-то такое. Вот. Как-то они нас нашли и сначала начали травить. Всякие сначала гадости просто писали, а потом нашли, где мы живем. И, в общем, сначала нас побили, а через пару дней попытались к нам в квартиру вломиться, разбили окна. Несмотря на наличие побоев, полиция отказала в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. А про разбитые окна люди в погонах вообще предпочли забыть. Когда начали спрашивать, что, почему так, начал звонить и угрожать. Я написала пост ВКонтакте, и поскольку я была во всяких организациях, его перепостили, пара групп, и он мне потом звонил, так меня напугал, угрожал, типа, да ты вообще знаешь, кто я, да ты вообще какого хрена это выкладываешь, и, ну, это очень мягко говоря, короче, орал он на меня там минуты 2. Не боишься ходить по улице? Да. Девушки решили бежать. Взяли билеты в Израиль с пересадкой в Амстердаме, где не сели на стыковочный рейс, а запросили убежище. Их определили в лагерь закрытого типа, где они провели неделю. Решение дали быстро, да, за 2 недели. И как по расписанию, там должно быть вот сначала интервью, на следующий день идет проверка твоего интервью с адвокатом, что все ли они правильно записали, и там, может, какие-то недочеты, может, там нужно что-то исправить. И у нас было 2-е интервью. И на следующий день мы встречались с адвокатом, чтобы сделать поправки какие-то и отправить обратно в ВНД на рассмотрение. И то есть мы даже не закончили поправки какие-то делать. Там нам зашли и сказали, то, что вам дали решение. Что все. Теперь Полина и Олеся живут в социальной квартире в Эйнхофене. Работают, подумывают об обучении в местном университете и строят планы на жизнь. Быстрое решение от миграционной службы Нидерландов – редкость. Большинство тех, кто запрашивает здесь убежище, долгое время живут в лагерях. Многих депортируют обратно. Но чаще геи и лесбиянки попадают в страну как экспаты или же по любви. Наши следующие герои самодостаточны и встретились уже здесь, в Голландии. Денис и Роналд живут в самом центре Амстердама. Их дом стоит на воде. Денис приехал по работе, занимается отельным бизнесом. До этого долгое время жил в Дубае. Там были отношения, но предательство заставило его все бросить и уехать. И именно здесь он нашел свою вторую половину. We met each other through the internet, it's not a secret, through the gay portal site, yeah. And then we met. We had a date. We had a date for the coffee, and anyways, just to jump back, not the jump back, but jump forward. We started to live together after 3 days, after our first date. After 3 days of meeting each other, it was a click. Just a miracle. Miracle happened, and what do you think? Yeah, zeker. I think that it was really fast, but it feels good. And when feeling good, why waiting? 7 месяцев вместе. Признаются, как будто 7 лет. И хотя Денис во время интервью постоянно уверял, что еще подумает, хочет ли действительно официально связать свою жизнь с Роналдом, мы стали свидетелями трогательного предложения именно с его стороны. I cannot breathe without you. I cannot sleep without you. When I lost you in the nightmare that you went out of the train, I was screaming, "Where are you?" Yeah. And then, you know, when I wake up, here, Jesus, he's there. It's real and so true. Денис и Роналд собираются сыграть свадьбу в сентябре 2020 года в этой свободной, прекрасной, толерантной стране Нидерландах. И, может быть, мы расскажем вам, как это будет. Елена Некрасова, Валентин Бычковский. Пока!